Представь, что ты даешь кому-то взаймы, а через год он возвращает тебе деньги с процентами. Вот в основе облигаций ровно тот же принцип. Ты занимаешь деньги государству или компании, а они обещают вернуть их позже, добавив сверху процент. Облигации — это долговые ценные бумаги. Когда ты покупаешь облигацию, ты не становишься совладельцем бизнеса, как в случае с акциями. Ты становишься кредитором. То есть ты одалживаешь деньги, а тебе гарантируют возврат с прибылью в определенный срок. Это и есть самый тихий способ заработать, без резких скачков цен и паники на рынке. Разберемся, как это работает. Допустим, государство выпускает облигации, чтобы профинансировать дороги, школы или больницы. Ты покупаешь одну облигацию за 100 евро. Через год государство возвращает тебе эти 100 евро, плюс, скажем, 3 евро сверху. Вот эти 3 евро и есть доход по облигации или купон. То же самое делают и компании. Им нужны деньги для роста. Они выпускают корпоративные облигации. Разница только в том, что государственные считаются почти безрисковыми, а у корпоративных доход выше, но и риск тоже. Почему облигации любят инвесторы? Потому что они стабильные. Когда акции могут подорожать или обвалиться за день, облигации двигаются медленно и предсказуемо. Инвесторы используют их, чтобы сбалансировать портфель. Например, половина капитала в акциях ради роста, половина в облигациях ради надежности. К тому же облигации — это инструмент с фиксированным доходом. Ты заранее знаешь, сколько заработаешь и когда получишь выплату. Это дает уверенность, особенно когда на рынках турбулентность и паника. Но важно понимать, даже у облигаций есть риски. Если инфляция растет быстрее, чем твой купонный доход, ты теряешь покупательную способность. Если компания, чьи облигации ты купил, обанкротится, можешь не увидеть своих денег. Поэтому главный принцип — диверсификация. Не вкладывай все в одни облигации, даже если они выглядят надежными. Лучше распределить капитал между государственными, корпоративными и, например, индексными облигационными фондами. А теперь главное отличие от акций. Когда ты покупаешь акции, ты становишься совладельцем бизнеса и зарабатываешь на росте цены или дивидендах. Когда ты покупаешь облигации, ты просто даешь деньги в долг. Акции могут принести огромную прибыль, но и упасть до нуля. Облигации реже делают тебя богатым, но и почти никогда не оставляют ни с чем. Поэтому опытные инвесторы комбинируют оба инструмента – акции ради роста, облигации ради стабильности. Это как двигатель и тормоза в машине. Одно без другого не работает. В итоге облигации – это инструмент для тех, кто хочет спокойно зарабатывать, а не ловить резкие движения рынка. Ты не спекулируешь, не угадываешь, просто даешь деньги в долг и получаешь надежный процент. Так что если хочешь, чтобы твои деньги приносили доход, но без стресса, начни разбираться в облигациях. Подпишись на код денег, поставь лайк и включи уведомления. Здесь мы объясняем, как работает экономика, просто, понятно и по существу.